Всем привет, друзья! Я Кирюха, канал Мы из Краснодара. Продолжаем рубрику про технику. Один из людей, да даже не один, несколько человек спрашивает, почему ты выбираешь технику Bosch. Стоит ли она своих денег и вообще, в принципе, может быть, выбрать другой бренд. Рассказываю. Начнем с холодильника. Давайте. Вообще, при выборе холодильника первым делом подумайте, какая нужна вам высота. Вот этот холодильник идет 2,03 метра. Довольно-таки большой. Наверное, самый большой в своей линейке. Первым делом, как выбирается холодильник вообще? Открываем холодильник, приходя в магазин. И голову засовываем поглубже и нюхаем, как пахнет пластик. Особенно, когда он выключен, то прямо вот запахи будут все ощущаться сильно. И для примера, этот Bosch не пахнет совсем. Понюхайте, как пахнет LG, Samsung, как пахнут Haier. Стянула индезита я даже не рассматриваю. Следующее, на что надо обратить внимание, насколько крепкие полки. Крепкие полки. Это идет каленое стекло. Кастрюльку убрал. Хочу показать вам следующее. Полки идут выдвижные. То есть, если мы с вами не дотягиваемся до дальнего продукта, то мы можем его легко достать. Вот видите, холодильник пищит из-за того, что он открыт более 20 секунд. Есть два типа у холодильников Bosch. Low Frost, No Frost. Все они обладают инверторными двигателями, но у каждого есть свои преимущества и свои недостатки. Итак, Low Frost. У него появляется наледь. Он раз в полгода должен размораживаться. Но при всем при этом он работает немного тише. Он температуру набрал определенную, там, которую мы выставили с вами. Что самое интересное, точную температуру он выставить не может. Это, например, там 2 градуса или там 4, например. No Frost обладает всеми этими функциями. То есть он может, во-первых, более точно выставить температуру. Во-вторых, его не надо размораживать. Также No Frost идет с возможностью правильного распределения циркуляции воздуха по холодильному отделению и по морозильному отделению. И еще плюсом он делает заград такой определенный при открывании дверей. Теплый воздух не попадает в холодильное отделение или в морозильное. И правильная температура также сохраняется внутри. Но есть и минусы. Компания Bosch дает гарантию 10 лет на свои компрессоры. Представляете? Холодильники Bosch очень энергосберегаемые. У них идет класс энергопотребления А и А+. Также они очень тихие. Работают, не громче, наверное, ультрабука. Я думаю, так. Объем всего холодильного отделения 280 литров. Внимание, 280. Сделано это за счет того, что стеночки очень тонкие, но при всем при этом они очень качественно заизолированы. И до 17 часов у вас держится температура, если выключили электричество. Обратите внимание, как сейчас загорится плавно свет. Стоит диодный фонарь. Срок службы у него в среднем 40-50 лет. Раньше ставили простые лампочки накаливания, сейчас стоит все диодно. По вместительности понятно, да, уже, что кастрюля 7-литровая залазит со свистом. Дальше кастрюля 3-литровая, и сюда еще куча всего влезет. На задней стенке выполнен фильтр угольный. Ресурсу до 15 лет. Называется Multi Airflow. Он полностью фильтрует все запахи, убирает их ненужные и делает их абсолютно нейтральными. Кто-то делает кварцевые лампы, как Haier там, или LG. Здесь все сделано по-совдеповски, правильно, качественно, работает без нареканий. Хочу обратить внимание вот на эту штучку. Это стоит датчик. Если, например, мы загружаем на эту полку или на любую другую, например, кастрюлю с супом с теплым, а температура уже у нас устоялась, видите, какое пивко лежит холодненькое.
Естественно, начинается циркуляция горячего и холодного воздуха, и это может сказаться очень плохо на других продуктах. Этот датчик определяет, что на какой-то конкретной полке происходит какой-то кикоз с температурой и начинает выпускать холодный воздух. Вот из таких вот дюз. Они идут на каждой полке абсолютно, и также в этих же ящиках. Огромный акцент делаю на VitaFresh, так называемая зона свежести. Здесь могут находиться продукты типа рыбы, мяса, колбасы, птицы. И очень долго они могут храниться. Вот эта рыбка, с ней еще даже ничего не произошло, она уже лежит порядка недели. Мясо мы проверяли, 10-12 дней лежит смело. Также есть зона VitaFresh для овощей, для фруктов. Здесь есть классная такая вот решеточка. Сейчас видно, не видно ее будет. Собирается конденсат, уходит в дренажное отделение. У вас никогда ничего не загниет. Ну, прямо вот как должно быть, так скажем. Из практичности могу еще рассказать следующее. Видите, резинка, она просто легко снимается. Это о чем говорит? О том, что можно ее будет всегда помыть или заменить в случае того, когда пройдет лет 20-30. И видите, как она придет в негодность, если вдруг мало ли. Переходим к морозильному отделению. Морозилка идет 107 литров, тоже довольно-таки большая. Состоит она из 3 ящиков. Для примера смотрим, насколько выдвигается ящик. Представляете себе? И таких 3 ящика. Также, когда будете выбирать холодильники, мало ли других брендов, посмотрите, насколько он идет крепкий, какие у него захваты здесь стоят. У LG особенно обратите внимание, все поймете сразу же, о чем я. Мясо. Ой, там бухашечка. Точно так же здесь снимаются резинки. Ну, морозилка морозилкой. Там тоже идет No Frost. Сейчас мы об этом поговорим. No Frost делает постоянную циркуляцию воздуха внутри холодильного отделения. Здесь есть и плюсы, и минусы. Если у вас есть контейнеры и пакетики, в которых можно складывать еду, тогда все без проблем, у вас ничего не заветрится. Но если же вы оставляете, например, в холодильнике то же самое яблоко или что-то еще просто так, оно у вас сжимается буквально меньше, чем за сутки. Меню очень легкое, адаптивное. Для примера, если мы сейчас выставим супер заморозку, то в морозилке полная, вот если она будет 107 литров мяса закинуть туда, за 30 минут она полностью его заморозит. Но мы сейчас сделаем 18. То же самое и есть супер заморозка. В холодильном отделении можно сделать отключение звука, чтобы не пиликало, когда дверка открыта. А можно заблокировать от детей, например, чтобы кнопочки не нажимались. Режим эко делает максимально энергосберегаемым его. Холодильники Bosch обладают функцией, что их можно встраивать прямо в кухонный гарнитур. И если вы обратите внимание, дверь открылась полностью. И здесь у нас дверка не выпирает. Это значит, что можно его поставить прямо вплотную к боковой стене. Боковая и задние стенки сделаны в одном стиле, никаких решеток там нету. Сейчас я попытаюсь найти картинку, вам показать ее. Из минусов могу отметить, мы купили в окрасе серебро. Сейчас видно, не видно будет. Пальцы, конечно, остаются. Хотели купить графит, цвет классный, но графит это эксклюзивчики, его не найти. Ну и по стоимости. По стоимости он стоил 60 тысяч рублей, но по акции он стоил у нас 46 700, плюс мне еще 7 тысяч бонусов дали, на которые, в общем-то, я уже приобрел ряд других продуктов. Доставка 390 рублей, моделька КГН 39XI27R. Рекомендую, очень рекомендую. Ну и в итоге, значит, смотрите, за эти деньги, за 46 тысяч рублей, вы берете себе аппарат на очень долгое время.
Это примерно лет на 20-30 минимум. Он вам надоест уже, а он все еще будет работать. Берете огромное холодильное отделение, 280 литров, 107 литров морозильное отделение, No Frost, каленые полки с возможностью смены резинок, 2 метра ростом, огромный крутой холодильник с инверторным компрессором. Найдите что-нибудь за эти же деньги, но лучше. Пишите в комментариях, может быть у вас будет какой-то другой холодильник, который вы скажете лучше моего Боша. Пока. С вами был Кирюха, мы из Краснодара.